Всем дня доброго, солнечного. Сегодняшнее мое видео, мой рассказ, не как обычно об Эстонии, которую я снимаю все свои видео, а немножко о очень далекой-далекой стране. Об острове Маврикий. Мой рассказ будет большим и информативным. И, надеюсь, будет полезен для тех, кто увидит это видео. Вы получите полную информацию практически о всех пляжах Маврикии, в том числе о скрытом пляже, о котором вы не найдете информации в интернете. Вы получите представление о местном транспорте и способах передвижения. Я расскажу о том, где, что и как продают, о некоторых нюансах этой стороны Маврикии. О местной кухне, деликатесах и о том, что привезти с собой домой. Вы побываете там, где не часто бывают туристы. Узнаете, что не стоит делать и чего следует опасаться. Увидите самые крупные города Маврикия с их особенностями. Посетите достопримечательности этого острова. Я также расскажу об аренде автомобиля, левостороннем движении и особенностях вождения на Маврикии. Вы узнаете, как и где вернуть налог с покупки. Побывайте на местной свадьбе, получите полезные советы и многое-многое другое, что, надеюсь, будет полезным для вас. Начну я свой рассказ с аэропорта. Место, где начинается и заканчивается Маврикий для большинства туристов. Прибыв на остров, вы проходите паспортный контроль, предъявив заранее заполненную travel форму. Затем санитарный контроль. В моем случае он был формальным. И далее спускаетесь на этаж ниже для получения багажа. После, выйдя в зал, вы увидите около 6 пунктов обмена валюты, активно зазывающих вас к себе. Курс везде примерно одинаковый. Ну а далее уже транспортом к месту проживания. В моем случае был трансфер от той самой фирмы, где я позже арендовал машину. Ну и сразу про отлет. Все как обычно во многих аэропортах. Аэропорт небольшой, каких-либо больших очередей я не наблюдал. Security контроль меня даже немножко удивил своей простотой и краткостью. Иностранные туристы имеют право на возврат НДС налога при вылете с Маврикия. Для этого вам необходимо совершить покупки в магазине, отмеченным знаком Tax Refund, на сумму не менее 2300 рупий и оформить чек Tax Free. Для оформления чека вам понадобится паспорт и билет. Чтобы вернуть деньги, вам необходимо перед регистрацией на рейс подойти к стойке таможни MRA Customs Counter и предъявить чеки Tax Free и при необходимости сами покупки. Стойка расположена в зале Б международных вылетов. После прохождения паспортного контроля и контроля безопасности подойдите к окошку MCCI Tax Refund и получите после нескольких формальностей свои деньги. В этом же окошке вы также получите свои покупки, сделанные в магазинах Tax Free на территории острова. О самих магазинах я расскажу немножко позже. Свой отдых я решил начать в северной части острова, где арендовал апартаменты Dodo Square Residence, которые находятся в самом центре Grand Bay, самой густонаселенной части острова. Что было довольно символично, поскольку птица Додо является символом Маврикия, но, к сожалению, она давно исчезла. Grand Bay стал первым районом острова, который ощутил туристический бум. Из скромной рыбацкой деревушки он превратился в главный туристический центр Маврикия, предлагая множество магазинов, ресторанов, ночных клубов и развлечений.
А деревушки лишь напоминают скромный рыбный рынок прямо в самом центре пляжа Грэнд-Бэй. Если решите прикупить рыбки, то вначале присмотритесь, сколько за нее платят местные жители, а уж потом смело торгуйтесь. В моем случае первоначальная цена была завышена в 3 с лишним раза. Отсюда отправляются популярные экскурсии к Северным островам. И ездит экспресс-автобус в столицу острова Порт-Луи. Обо всем этом я расскажу немножко позже. Здесь также находятся 2 крупных торговых центра – Супер У Грэнд-Бэй и Ля Круизет. Надеюсь, я правильно произнес. Покупая продукты для себя, учтите, что в выходные дни в продуктовых отделах супермаркета очень много местного населения и очереди бывают внушительными. Если вы захотите прикупить экзотических фруктов, это можно сделать у уличного торговца. Там и выбор побольше, и цены поменьше, чем в супермаркете. Да и советы полезные он вам даст. А торгует он рядом с торговым центром Супер У. И если решите посетить ресторан, от себя посоветую греческий ресторан «Троянский конь». И еще учтите, что припарковать автомобиль у пляжа в дневное время будет весьма проблематично. Грэнд-Бэй – излюбленное место отдыха местных жителей, особенно по выходным дням. Пляж Грэнд-Бэй не особо пригоден для купания, поскольку это самая густонаселенная стоянка катеров и яхт Маврикии. Но в округе есть пляжи, которые придутся вам по душе. Вот о них и мой следующий рассказ. Пожалуй, один из самых лучших пляжей. Он небольшой, но очень уютный. Это, если я правильно произнесу, Ля Кювет. Находится он буквально в 500-700 метров от другого пляжа, пляжа Грэнд-Бэй. Но на Грэнд-Бэй, как я показывал, особо не покупаясь, а там в основном одни лодки. Этот же пляж довольно тихий, спокойный. Правда, сегодня у нас суббота, и здесь немножко добавилось местного народа. Очень уютный, теплый. Теплый, в общем, здесь все теплое. В общем, пляж хороший. Место, которое стоит посетить, и здесь очень хорошо отдыхать. Несмотря на то, что здесь довольно мало места. Здесь рядышком, вот прямо передо мной, я сейчас поверну камеру. В этой стороне находится Грэнд-Бэй. И здесь внизу буквально есть 2 мини пляжа. Если вам видно, я покажу. Здесь можно, если занять место, то неплохо уединиться вдвоем, втроем, вчетвером. То есть довольно такое хорошее приватное место. Но по выходным, опять же, здесь очень много местных. В общем, Ля Кювет — это, на мой взгляд, пляж, который тянет на полноценные 4,5 балла. Вот так. До недавнего времени указатели к пляжу Ля Кювет с главной дороги были практически незаметны. Считается, что именно поэтому он долгое время оставался своего рода секретным местом, известным в основном только местным жителям. Только недавно правительство Маврикии установило больше указателей, чтобы облегчить туристам доступ к этому прекрасному пляжу. Несмотря на кристально чистую воду, в некоторых кажущихся безопасных для купания местах скрываются каменные участки, где полно морских ежей. Поэтому настоятельно рекомендую вам использовать обувь для плавания. Пляж оборудован всем необходимым. Есть душ с пресной водой, кабинки для переодевания и, конечно же, туалеты. Рядом находятся небольшие местные закусочные, где можно недорого попробовать настоящие маврикийские блюда и напитки. Также есть довольно вместительная парковка, где вы спокойно можете оставить свою машину. Благодаря своему расположению Ля Кювет считается местом для наблюдения за закатами. Они здесь очень красивые. Местные жители часто приходят сюда вечером, чтобы насладиться этим зрелищем.
Ля Кювет довольно компактный, его часто называют карманным пляжем из-за его небольшого размера и уютной бухты. Следующий мой рассказ о пляже Перейбере, который находится севернее, и к нему вполне можно добраться пешком из Грэнд-Бэй. Это около 2,5 километров. Это небольшой пляж, который находится в жилой зоне, и рядом есть магазины, кафе, рестораны и киоски с едой. Спокойная и чистая вода лагуны идеально безопасна для купания даже самых маленьких. Еще один плюс – на берегу вы почти не встретите обломков кораллов. Можно спокойно ходить босиком и наслаждаться мягким песком. Из-за того, что здесь часто отдыхает много европейских пенсионеров, местные жители иногда шутливо называют его самым пенсионным пляжем страны. Как и положено хорошему пляжу, Перейбер ежедневно убирают и следят за его чистотой. Для безопасности купальщиков зона плавания обозначена буйками, а глубина нарастает довольно плавно. Это еще один плюс для тех, кто не очень уверенно чувствует себя в воде. Как и многие пляжи острова, он находится в окружении казуариновых деревьев и пальм. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха. Удобные раздевалки, чтобы переодеться, душевые, чтобы смыть морскую соль, и туалеты. Через Перейбере проходит дорога, где есть места для парковки, но на нем бывает сложно найти свободное место. Особенно в выходные, когда сюда приезжали много местных жителей, которые создают особый колорит. Самая фотографируемая церковь на Маврикии – часовня с красной крышей. Нотр-Дам-Оксильятрис. Нотр-Дам-Оксильятрис – католическая церковь, известная своей яркой красной крышей и живописным расположением на побережье. Церковь расположена в деревне Кап-Малеро с видом на океан и острова. Приходские книги, сохранившиеся с 19 века, рассказывают о простой рыбацкой деревушке, которая постепенно превратилась в важный центр религиозной и общественной жизни на севере острова. Нынешняя церковь была построена в 1928 году и заменила более скромное здание. Ее строительство было необходимо двояко. Во-первых, обеспечить место поклонения для растущего рыбацкого сообщества и служить визуальным ориентиром для судов, идущих по опасному проходу. Название Кап-Малеро, мыс несчастья в переводе, происходит от многочисленных кораблекрушений, произошедших здесь. Французские морские регистры XVIII века свидетельствуют о многочисленных морских трагедиях на этом опасном пути между островом Маврикием и островом Плат. Один из главных архитектурных элементов бросается особо в глаза – это ярко-красная крыша. Переписка между архитекторами и церковными властями того времени указывает на то, что этот выбор был частью стратегии морской безопасности. Цвет должен был служить ориентиром для рыбаков и кораблей, функцию, которую церковь продолжает выполнять и сегодня. Церковь обращена к острову Куэн-де-Мир не случайно. Расположение намеренно ориентировано на север. Отсюда открывается потрясающий вид на этот исторически опасный морской проход. И эта ориентация напоминает о двойном предназначении здания как месту поклонения и маяку для моряков. Церковь остается действующей, и здесь регулярно проводят католические службы. Сегодня она является одним из самых фотографируемых символов острова Маврикия. Но помимо своей туристической привлекательности, она остается свидетелем морской и религиозной истории острова. И, как я и обещал, о скрытом пляже. На картах Google он не обозначен никак, но это довольно хороший пляж, скрытый от посторонних глаз. Здесь чистейшая вода и замечательный вид на острова. Попасть на него довольно просто, стоит лишь немножко промочить ноги, а во время прилива возможно и не только их.
Пройти нужно от церкви вдоль частных домов, у края каменного возвышения, окаймляющего частную территорию. Как обстоит дело с другой стороны, я не знаю, поскольку там кругом частные владения. И визуально, как с дрона и на месте, я не видел никакого прохода к пляжу. Сам пляж около 100 метров длиной и небольшой свободной территории вглубь острова. В общем, пользуйтесь на здоровье. Уверен, вам пляж понравится. У пирса, расположенного рядом с церковью, вы можете увидеть, как ловко разделывают свежевыловленную рыбу и торгует различными дарами океана. А прямо напротив той же церкви можно покушать и испробовать колоритные местные блюда. Мне понравилось, и даже очень. Следующая моя остановка на севере острова – пляж Анс-Ля-Ре. Пляж Анс-Ля-Ре, на мой взгляд, для купания не очень подходит. Здесь в основном доминируют виндсерфингисты и кайтсерферы, за которыми порой интересно понаблюдать. Залив красив и полон ветра, за что его и любят любители вышесказанных видов спорта. Цвет воды здесь очень-очень бирюзовый. Припарковаться можно у самой кромки воды, и места для парковки много. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать об этом месте. Далее, проехав менее 5 километров на юго-восток, я попал на пляж Бьют-а-Лебр. Здесь спокойная и уединенная атмосфера по сравнению с другими более популярными пляжами. Бьют-а-Лебр, если я правильно выразился, находится на самом севере Маврикии. Здесь очень сильный ветер, ну и есть один большой недостаток, здесь довольно мутная вода. А так пляж сам по себе уединенный, тихий. Рядом находится еще один небольшой пляж, но там ветер еще сильнее, то есть по поводу покупаться не могу ничего сказать, потому что не решили покупаться. Благодаря этой атмосфере и большому пространству, Бьют-а-Лебр является неплохим местом для пикников, барбекю или кемпинга. Рекомендую брать с собой еду и напитки, так как поблизости нет ни магазинов, ни пляжных ларьков. Тем не менее, здесь есть общественные туалеты и душевые. В Бьют-а-Лебр вы можете встретить следы старого Барашуа в виде сохранившихся каменных стен, огораживающих часть лагуны. Барашуа на Маврикии – это прибрежные лагуны с солоноватой водой, которые были искусственно созданы путем огораживания части лагуны каменными стенами. Изначально Барашуа строились в период французского правления. Эти участки позволяли контролировать водную среду и выращивать рыбу. Со временем многие Барашуа пришли в запустение. Это было связано с различными факторами, включая трудности в управлении, изменение гидрологии прибрежных зон и так далее. Поедем дальше. Поскольку я находился в тех краях, где находится памятник истории любви Поля и Вирджинии, о которой я узнал в музее голубого пения, о нем я расскажу позже, я решил проехать еще и посетить это место. По пути, сделав небольшую незапланированную остановку, я увидел довольно красивое место. Как оказалось, эта красота принадлежит отелю с одноименным названием «Веранда Поля и Вирджинии». Проехав чуть более 20 минут, я оказался на небольшой парковке, слева между прибрежным парком и монументом, которые находятся в пару шагах посередине небольшого мыса. Памятник посвящен Полю и Вирджинии, бессмертная история любви и трагедии, взятая из знаменитого романа Бернардена де Сен-Пьера. Этот знаковый монумент глубоко укоренился в культурном наследии Маврикия, став символом как романтической любви, так и печальной утраты. Воздвигнут он в 1944 году в память об этой печальной истории и напоминает о трагической гибели влюбленных и о кораблекрушении парусника Сен-Жеран,
который послужил писателю вдохновением для рокового финала его романа. Рядом с памятником находится указатель места, где погиб парусник. Хотя Поль и Вирджиния – это вымышленные персонажи, их история глубоко укоренилась в маврикийской культуре, и для многих это часть фольклора острова. Исследовав северное побережье Маврикия от Грен-Бэй, я решил отправиться на пляж, расположенный западнее. Это пляж Моншуази. Пешком идти далековато, поэтому я выбрал местный автобус, как и в прошлом видео. Это неплохой вариант. Хочу сразу дать совет. Не пытайтесь разобраться в номерах и маршрутах автобусов. Просто встаньте на остановке в направлении нужной дороги, и когда подъедет автобус, громко произнесите название пляжа, к которому вы хотите доехать. Кондуктор, который обычно сидит у передней двери с открытым окном, жестом покажет, тот ли это автобус, и подскажет, садиться вам или нет. Сам пляж вы точно не пропустите. Его легко узнать по широкой полосе казуариновых деревьев вдоль берега. Моншуази по праву считается самым длинным пляжем на острове. В отличие от многих других мест на Маврикии, здесь особенно густая растительность. Благодаря этому на пляже много тени от деревьев, что делает его очень популярным среди местных жителей. Здесь преобладают казуарины, но встречаются другие тропические деревья. Заход в воду очень удобный, нет кораллов, а песок чистый, и глубина нарастает довольно плавно. Водорослей я не заметил. И, конечно же, здесь есть все необходимое. Души с пресной водой, раздевалки и туалеты. Вдоль всего пляжа в тени деревьев тянется красивый променад, где приятно прогуляться. Мне, увы, не совсем повезло с погодой, и меня застал дождь. Прямо на пляже есть небольшие кафе-ларьки с навесами, столами и стульями. Так вот, если вас внезапно настигнет ливень и негде будет укрыться, вы, скорее всего, побежите именно туда. А там вас уже будут ждать. Как только вы окажетесь под навесом, вас буквально усадят за столик и предложат меню, чтобы вы что-нибудь купили. Ну, в общем-то, ничего страшного в этом нету. Скорее, даже забавно. С парковкой здесь проблем нет. Места предостаточно. Правда, после дождя это может выглядеть вот так. В общем, это пляж, который заметно отличается от многих других, и я настоятельно рекомендую вам его посетить. Следующим пунктом моего путешествия стал пляж Труа-Биш. Он также находится в северной части острова. Южнее уже знакомого вам Моншуази. Привлек он меня одной особенностью. Здесь есть отличная возможность поплавать с морскими черепахами. Добрался я сюда из Грен-Бэй уже привычным мне способом, на местном автобусе. Выйдя на остановке и немножко пройдя, я оказался в небольшом уютном парке прямо у пляжа. Кстати, название Труа-Биш переводится с французского как «оленья яма». И есть интересная версия, что когда-то здесь было углубление, куда приходили на водопой олени, а завезли этих оленей на Маврикий французы. Началось все с этого места. В тени парка расположилась сувенирная лавка и несколько кафе, где можно перекусить. Конечно же, здесь есть и необходимые удобства – душевые, раздевалки и туалеты. Слева вы увидите Ботхаус – центр водных развлечений, где можно арендовать оборудование или заказать, например, ту самую поездку к черепахам. Я же решил воспользоваться другим вариантом и забронировал лодку через одно из пляжных кафе по совету хороших людей. Сам пляж усыпан местами кораллами, так что будьте внимательны под ногами.
И вот, всего в нескольких сотнях метров от берега пляжа Труа-Биш обитают морские черепахи. Их специально подкармливают мелкой рыбой для привлечения туристов. Некоторые советуют добираться до них самостоятельно, чтобы сэкономить, но я бы не рекомендовал этого по нескольким причинам. Во-первых, это не так уж близко. Во-вторых, в этом районе постоянно курсируют катера, что может быть опасно, особенно для пловцов. И в-третьих, черепахи постоянно перемещаются. И если с катера вам постоянно подсказывают их местоположение и следует за ними, то, пытаясь найти их самостоятельно в маске и ластах, ваши шансы увидеть их значительно уменьшаются. Это удовольствие заняло около часа. Дорога туда, плавание с черепахами, небольшая прогулка вдоль пляжа и обратно. 1500 рупий. Но это вполне стоило своих денег. Впечатления остались потрясающие. Ну и как же без столицы? В столицу Маврикия, Порт-Луи, я добирался общественным транспортом. Благо из Грин-Бэй ездит прямой автобус-экспресс. Хотя экспрессом его все же не назовешь, поскольку он делал несколько остановок в пути. Ехать примерно около часа, и будьте готовы тому, что в час пик не будет свободных сидячих мест. Так что приходите пораньше к отправлению автобуса, когда будете ехать из Порт-Луи обратно. О расписании движения я не могу ничего сказать, но в Грин-Бэй автобус практически всегда стоит на остановке в ожидании пассажиров. Такая же картина была и на автовокзале Порт-Луи. Прибыл на автовокзал, первое, что я решил посетить, это набережную с торговым центром, улицей Зонтиков и улицей Ремесленников. Хотя последняя по факту это лишь часть торгового центра, где продают различные сувениры. И, конечно же, музей голубого пения. К Порт-Луи как нельзя лучше подходит фраза из известного фильма «Город контрастов», и это действительно безо всяких преувеличений. Пройдя пару сот метров и спустившись в подземный переход, который словно разделяет две совершенно разные части города, с одной стороны красивая набережная с современными постройками, магазинами, кафе и променадом, а с другой совершенно иная картина. Я вышел на променад. Полюбовавшись старой мельницей и якорем, я направился в сторону торгового центра, любуясь по сторонам. Меня встречает одна из ярких достопримечательностей города. Это, без сомнения, улица Зонтиков. Целый каскад разноцветных зонтов выглядит очень здорово и поднимает настроение. Здесь всегда какая-то особая праздничная атмосфера. Вокруг улицы Зонтиков расположен торговый центр с множеством магазинов, кафе и офисных зданий. Здесь также находится улица Ремесленников. Многих вводит в заблуждение название улица Ремесленников. Это лишь часть торгового центра, где продают и делают различные сувениры. А некоторых ремесленников вы можете встретить прямо на улице. Один из магазинов Tax Free, о которых я говорил ранее, также находится здесь. Его вы можете заметить по витрине с большим количеством птичек Додо, наполненных ромом. А в конце улицы на набережной Кадан вас ждет тот самый музей, где находится одна из самых редких и ценных филателистических раритетов в мире. 2 миллиона за марки. Музей голубого пения. Музей был основан коммерческим банком Маврикия. Первая колониальная марка была выпущена на Маврикии в 1847 году. Это марка «Голубой пенни» или «Голубой Маврикий». Сегодня она считается одной из самых дорогих в мире. Она вместе со своей сестрой, маркой «Розовый Маврикий», является главным сокровищем музея.
Музей состоит из нескольких комнат, посвященных разной тематике: эпохи открытий, колониальной истории острова. Один из залов – это своего рода машина, рассказывающая о прошлом и нынешнем города и острова. Есть также романтический зал, посвященный любви Поля и Вирджинии. И, конечно же, затемненное место, где вы можете увидеть одну из самых дорогих марок в мире. Здесь также есть сувенирный магазин. Лично мне больше всего понравилась футболка и большое полотенце с той самой знаменитой маркой. Именно их я и купил себе на память. Фотографировать, снимать видео там запрещено, а подсветка марок включается лишь на 10 минут один раз в час. Сделано это для того, чтобы защитить эти филателистические драгоценности от разрушающего воздействия света. Марки были приобретены в 1993 году на аукционе за $2 миллиона консорциумом баварийских банковых предприятий и возвращены на остров спустя почти 150 лет. Полюбовавшись драгоценными марками, я отправился на центральный рынок. Рынок один из старейших на острове. Его история начинается с 1839 года. Представляете, сколько поколений торговцев и покупателей прошло через эти прилавки? Не за горами, когда минет 2 столетия с его появления. Он видел, как менялись времена, как рос и развивался Порт-Луи. А еще здесь существует необычная традиция. Право торговать на рынке разыгрывается в лотерее. Здесь вы найдете все тропические сокровища Маврикия. Очень много разнообразной зелени. Есть знакомые нам огурцы и помидоры. Последние, на мой взгляд, на Маврикии не очень. А вот огурцы довольно хороши. Ну и как же без специй? Я заглянул в одну из лавок. И тут меня ждал сюрприз. С меня затребовали более 300 с лишним евро. Как оказалось, столько стоят несколько пакетиков недорогих специй. Всегда внимательно уточняйте цену перед покупкой, особенно если берете развесные специи. Иногда цена за 100 грамм может чудным образом оказаться ценой за 1 грамм. Рядом находится рыбный рынок. По сути, это часть центрального рынка. К сожалению, я попал туда уже к закрытию. Но общее представление об этом месте получил. Колоритно и немного мрачновато. В общем, рыбу я бы предпочел покупать в супермаркете. Но прогуляться здесь вполне интересно. Центральный рынок очень колоритный и очень интересный. Однозначно стоит его посетить и совершить там покупки. Одно из самых популярных развлечений северной части острова – это поездка на катамаранах к северным островам. И поверьте, она того стоит. Длится она около 7 часов, и все это время вам будет не скучно. Отправляются катамараны из Грэнд-Бэй с причала у торгового центра Сансет. Чтобы не вводить вас в заблуждение, торговый центр – это некое сборище небольших магазинчиков и кафе вдоль живописной набережной. Катамаранов здесь множество. Мой, например, назывался «Калипсо». Как только судно покидает гавань Грэнд-Бэй, начинается настоящее веселье. Музыка, коктейли, в том числе алкогольная, и море улыбок вокруг. Атмосфера становится праздничной. Примерно через час пути мимо живописного острова Коэн-де-Мир катамараны один за другим становятся на якорь между двумя островами – Флет и Габриэль, в уютной бухте, защищенной коралловым рифом с северной стороны. С этого момента вас пересаживают в небольшие лодки и отвозят на песчаную косу острова Габриэль, где вы можете вдоволь насладиться лазурной водой, пляжем и атмосферой дикого рая.
А в это время на борту для вас готовят обед, сочное барбекю, которое позже подают с гарнирами и прохладительными напитками. Сам остров – это природный заповедник, он необитаем, с диким побережьем и удивительной фауной. Здесь живут десятки белохвостых и краснохвостых фаэтонов, птиц с необычно длинными центральными рулевыми перьями. Есть два интересных факта об острове. Не так давно он был еще частным, и здесь запрещено оставаться на ночь. На обратном пути команда «Катамаран» устраивает настоящий мини-праздник с танцами, закусками и отличным настроением. Это не просто поездка, это одно из самых ярких развлечений на Маврикии, которое надолго останется у вас в памяти. А мне он запомнился тем, что я встретил там свой очередной день рождения. Первую неделю на Маврикии я был пешеходом, а сегодня наконец получил арендованную машину и резко повысил свою мобильность. О транспорте, аренде авто и левостороннем движении я расскажу отдельно. Я отправился в знаменитый ботанический сад Памплеймус и заодно в находящийся совсем рядом музей сахара. Это были последние два пункта моего маршрута по северной части Маврикии. Начитавшись в интернете отзывов вроде «там делать нечего, все уныло» и так далее, я все равно решил поехать. И оказался прав. Ботанический сад Памплеймус. Может, я не так выразился. Место довольно интересное. И есть что посмотреть. Это прекрасное место, где можно спокойно погулять, увидеть массу диковинных растений и получить настоящее удовольствие. В саду собраны сотни экзотических видов со всего света. Например, колбасное дерево, чьи плоды похожи на гигантские сардельки. Или панданус, странствующее дерево с его воздушными корнями, некоторые из которых даже не касаются земли, создавая эффект шагающего растения. Здесь также растут редкие пальмы из Азии, Африки, Карибов и Океании. А настоящие звезды сада – это баобаб. А вот одно из самых известных деревьев, которое можно встретить в этом ботаническом саду, это баобаб. Вот так он выглядит. И гигантские кувшинки Виктория Амазонская. Их листья достигают 2 метров в диаметре и могут выдержать вес небольшого животного или даже ребенка. А еще здесь живут альдабрские гигантские черепахи. Можно увидеть прекрасно сохранившееся колониальное поместье. И немного интересных фактов. Сад назван в честь сэра Сивусагура Рамгулама, первого премьер-министра и отца маврикийской нации. Здесь, в саду, он был кремирован, а его прах по индуистской традиции развеян над рекой Ганг в Индии. Название Памплеус переводится с французского как «грейпфрукт», но сад назван не в честь фрукта, а в честь округа. А вот сам округ получил свое название именно из-за грейпфруктовых деревьев, которые росли здесь когда-то 300 лет назад. Не верьте тем снобам, которые говорят о том, что здесь нечего делать. Довольно интересное место, которое обязательно стоит посетить. Сахарное приключение. Именно так переводится название музея сахара Маврикия, куда я и отправился. Эта бывшая фабрика по переработке сахарного тростника была превращена в музей, посвященный истории Маврикия и его ключевым отраслям – сахару и производству рома. Здесь вы найдете все об истории острова до технологий производства сахара и рома. Огромные машины, старинные устройства, визуальные экспозиции, которых здесь довольно много и, на мой взгляд, они интересные.
Экспозиция охватывает почти 300 лет истории, от колонизации и рабства до современного производства и торговли ромом. Я воспользовался аудиогидом, установив на свой телефон приложение. Пройдя весь маршрут, вы буквально последуете путь сахара, от плантации сахарного тростника до сахарницы на столе вашего дома. Экспозиция организована хронологически, с номерами, чтобы не запутаться. Информации действительно много, но подана она легко и интересно. А в конце экскурсии вас ждет сувенирный магазин и, конечно же, дегустация. Можно попробовать различные виды сахара, некоторые из них весьма необычные. А чуть дальше, где больше всего народу, самая популярная зона – дегустация рома. К сожалению, я был за рулем и не мог себе этого позволить. Кстати, о роме на Маврикии будет отдельный мой рассказ, но немножко позже, в следующих видео. На выходе вас ждет ресторан, который назван в честь мельницы для измельчения тростника, но там может быть очередь. Если не хотите ждать, проще вернуться к торговому центру, который находится совсем рядом. На этом я заканчиваю первую часть видео, посвященную северу Маврикии. В следующем видео я расскажу все о южной части острова, которая не менее яркая и захватывающая. Исследовав весь север Маврикия, я отправился покорять его южную часть. В этой части видео я расскажу о всех достопримечательностях юга, его пляжах и не только. А также дам пару советов о том, чего делать, на мой взгляд, не стоит. Изучив всю северную часть Маврикии, о которой я рассказывал в предыдущих видео, я отправился исследовать юг острова. Моей базой стал Флик-Флак, курорт, который сразу удивил контрастом по сравнению с Гранд-Бэем. Первое, что бросается в глазах – спокойная, размеренная жизнь. Просторный полупустой пляж, множество зданий в процессе строительства, почти пустые парковки. Почти как рай для интроверта, хотя по выходным все оживает. Пляжи заполняются, улицы становятся оживленнее. Сам городок небольшой, но уютный. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха. Пара супермаркетов, аптеки, достаточное количество ресторанов и, конечно же, пляжные ларьки с уличной едой. В 5 километрах находится крупный торговый центр Каскавелля. До него легко добраться, если у вас есть своя машина, но также можно это сделать и на автобусе или такси. Пляжей на Маврикии довольно много, и все они разные. Каждый из них уникален по-своему. Есть маленькие, есть большие, есть очень-очень большие. В данный момент, например, я нахожусь на пляже Флик-Флак. Он довольно длинный, сейчас около 10-9 утра, и он практически безлюдный. Пляж Флик-Флак тянется почти на 8 километров вдоль западного побережья Маврикия. Это один из самых длинных пляжей на острове. Благодаря расположению на западной стороне острова, пляж считается одним из лучших мест на острове для наблюдения за закатами. Пляж защищен коралловым рифом, но течение вдоль берега может быть довольно сильным. Я это наблюдал почти каждый день. Еще бы от себя я посоветовал многим, не многим, а всем использовать тапочки для купания. Порой кажется, что пляж довольно чистый, ничего нету, но на самом деле, насколько я знаю, где бы я ни купался, вместе с маской практически везде присутствуют мелкие и большие кораллы, поэтому шанс порезать ногу довольно высок. И еще один совет для тех, кто не очень хорошо плавает. В некоторых местах на разных пляжах бывает довольно сильное течение. Например, как у меня за спиной,
Казалось бы, все спокойно, закрыт пляж от океана рифом, но отойдя от берега, отплывя метров, скажем, 50-100, вы почувствуете довольно сильное течение. Поэтому те, кто не очень хорошо плавает, лучше далеко не отплывать от берега. Все маврикийские пляжи содержатся в чистоте. И, как видите, их буквально каждое утро производят уборку на них. А также туалеты, душевые, которые находятся на пляжах, обслуживаются местными. И, в общем, там постоянно находится человек, который следит за чистотой и порядком. Так что в этом отношении в большинстве случаев здесь довольно чисто и аккуратно. Как и по всему острову, здесь много камер видеонаблюдения. Район безопасный. За все время я не заметил ни одного повода для тревоги. Кстати, бездомных собак здесь гораздо меньше, чем в Гранд-Бэе. Флик-Флак – отличное место, чтобы сбавить свой темп и насладиться настоящей спокойной тропической жизнью. Еще одна особенность, которую я заметил в районе Флик-Флак, по-моему так, я все время забываю. Здесь очень много красивых больших домов, вилл, скажем так, или как их назвать, которые пригодны для проживания туристов, но очень многие из них пустуют. Я сейчас даже поверну камеру, сами в этом убедитесь. Я поселился на второй линии, и там вся гостиница, это трехэтажное здание, оно, в общем-то, практически все забито туристами. А рядом строят дома. Здесь очень много домов, которые пустуют, довольно красивые виллы. Рядом строят новые, идет строительство, и в то же время пустует очень много домов, где вполне могли бы поселиться туристы. С чем это связано, я не знаю, но я заметил такую особенность. Вот, например, сбоку у меня, я поверну сейчас камеру, здесь первая линия, даже здесь на первой линии можно увидеть дома, которые, скажем так, есть пустые, есть полупустые. То есть вот такая определенная особенность этих мест. Вот так вот. Но это лишь начало моего путешествия по югу Маврикия. Здесь есть что посмотреть, и об этом будут все мои следующие видео. Выехав из Флик-Флак, я буквально через пару минут оказываюсь на пляже Вольмар. Это одно из самых спокойных мест на западном побережье Маврикия. Здесь почти всегда мало людей и атмосфера, как будто ты попал в другое измерение. Мягкий песок, чистая вода. Местные сюда приходят просто посидеть в тени, порыбачить или устроить пикник. Вот и все, что можно рассказать об этом месте. Я провел здесь 15-20 минут и снова отправился в путь. Леморн-Брабан – это полуостров на юге Маврикия. Тут много интереснейших мест, и я решил посмотреть некоторые из них. Первой моей остановкой стал Леморн Паблик Бич, один из самых красивых пляжей острова. Всем утро доброго, очередного маврикийского. И сегодня вам покажу еще один пляж. Леморн. И вот так он выглядит. С одной стороны и с другой стороны.
Он находится прямо у подножия горы Ле Морн, Брабант. Вид просто впечатляющий. Куда ни посмотри, эта гора на фоне придает всему особую атмосферу. Пляж муниципальный. Здесь есть душевые, туалеты, зоны для пикников и большущая парковка. Вход в воду плавный, глубина нарастает медленно, так что купаться удобно всем, и взрослым, и детям. Интересный факт. Раньше в пещерах горы прятались беглые рабы. Об этом напоминает небольшой мемориальный парк прямо у подножия горы, недалеко от пляжа. Пляж очень просторный, даже в выходные тут не тесно. Светлый песок. Прозрачная бирюзовая вода, конечно же, закаты, они тут просто сумасшедшие. Неудивительно, что Ле Морн считается одним из самых любимых пляжей на всем острове. А я, налюбовавшись красотами, еду дальше. Есть две стороны пляжа Ле Морн. Более спокойная и менее ветреная сторона, о которой я рассказывал в прошлом видео, и вторая, которая находится на южной оконечности полуострова, где собираются любители серфинга. Туда вы попадете, проехав 1,5 километра и затратив всего лишь пару минут. Ле Морн, Брабант, Паблик Бич. Посмотрим. И судя по всему, что там доски серферов, скорее всего, здесь, наверное, пляж с большой волной, то есть он ветреный. Вот так он выглядит. Проехав еще чуть-чуть, вас встретит огромнейшая парковка вдоль побережья. Это Ле Морн Кайт Лагун. Здесь вы встретите не только кайтсерферов, а и местных рыбаков, мирно сидящих с удочками у берега. Поскольку я попал сюда ранним утром, место мне показалось спокойным и малолюдным. Путешествуя на автомобиле вдоль южного побережья Маврикия, вы наверняка обратите внимание на место под названием Лагун Флайт. Здесь я сделал небольшую остановку, путешествуя вдоль побережья, увидев несколько маленьких гидросамолетов. Именно отсюда совершаются полеты к знаменитому подводному водопаду Маврикии. На месте находится небольшой импровизированный мини-аэропорт, а также открывается живописный вид на гору Ле Морн. Я заехал сюда уже под вечер, поэтому кроме скучающих пилотов и тракториста, буксирующего самолет, ничего интересного не застал. И поехал дальше. Следующей моей остановкой в путешествии по югу Маврикия стала одной из самых известных и фотогеничных мест на Маврикии. Это Маконде View Point, или просто Маконд. Находится он на юго-западе острова. Скала Маконд резко выступает в море, дорога делает крутейший поворот, и именно здесь открывается один из лучших панорамных видов на побережье. Наверху находится небольшая смотровая площадка. Подняться туда можно по лестнице буквально за несколько минут. По возможности приезжайте утром или ближе к закату. В эти часы свет особенно мягкий, фотографии получатся шикарные, и вид надолго запечатлится у вас в памяти. Парковка прямо у подножия скалы, но места маловато, особенно в выходные, когда сюда приезжает много местных и туристов. Название Маконд предположительно связано с племенем Маконде из Мозамбика. Говорят, что когда-то здесь тоже прятались беглые рабы, как и у горы Ле Морн. Обязательно включите его в свой маршрут по югу острова. Далее мой путь лежал к месту, которое покорило меня своей красотой и природной дикостью. Необычные, фотогеничные и совершенно не похожие на привычные пляжи Ривьера дес Галес стал для меня настоящим открытием. Здесь нет мягкого песка, берег устлан тысячами гладких округлых гальковых камней, которые море и речное течение шлифовали веками.
Когда волны накатывает, а затем откатывается обратно в океан, камни начинают петь. Словно сама природа играет в музыку. Небольшая парковка у дороги, несколько шагов, и перед вами открывается потрясающий вид на бескрайний океан. Я был заворожен этим звуком и видом, стоял, слушал, радовался, как ребенок, попавший в сказку, и не заметил, как пролетело около получаса. Купаться здесь, конечно, не стоит. Рифа нет, волны сильные, течение опасное. Но взрыв эмоций и чувство, что вы оказались на краю света, гарантированы. Обязательно внесите это место в свой маршрут. Всего лишь в полкилометре вас ожидает еще одна небольшая парковка у острова Лос-Санчес-Пот. Это маленький островок у южного побережья Маврикия, рядом с деревней Бель-Омбр. Остров назван в честь пиратского капитана по имени Санчо, который якобы прятал здесь сокровища. Добраться до него можно буквально за пару минут пешком по мелководью во время отлива. Когда вода уходит, перед вами открывается дорожка из песка и камней, ведущая прямо к островку, а вокруг кристально чистая лагуна, в которой играют рыбки. Это идеальное место, чтобы почувствовать себя на своем личном острове. Главное, учитывайте приливы, и если зазеваться, вода вернется и придется возвращаться уже почти вплавь. Но, честно говоря, это тоже веселое приключение. Путешествуя по южному побережью Маврикия, моей следующей остановкой стал Пампанетте Паблик Бич, одно из самых спокойных и недооцененных мест на юге Маврикия. Очередной пляж, если я правильно произнесу, называется он Помпленет, по-моему так. И выглядит он вот так. Практически сразу начинается открытый океан, большие волны за рифом, совершенно безлюдный. Пару человек, если видите, вдалеке, и все. Этот пляж находится неподалеку от деревни Суринам и славится своей дикой, почти нетронутой природой. Здесь вы не найдете привычных зонтиков и лежаков. Пампанет остается диким пляжем, благодаря чему сохраняет свой особый шарм, и я в этом лично убедился. Хотя его иногда используют для съемок рекламы свадебных фотосессий, местами он действительно дикий, и вы можете встретить сильно разбитую дорогу и горы мусора. Пляж немножко грязненький, очень много кораллов на берегу. Тем не менее, на мой взгляд, он прекрасен и совершенно не похож на большинство пляжей острова. Несколько советов для тех, кто решит посетить это замечательное место. Обязательно возьмите с собой все необходимое. Здесь нет ни кафе, ни магазинов и прочих привычных нам благ. Купаться здесь можно, но стоит быть очень осторожным. В некоторых местах сильное течение, а спасателей здесь нет. Так что лучше, на мой взгляд, освежиться недалеко от берега. Пляж Пампанет – это не про активный отдых, а скорее про ощущение, что вы попали в райский уголок, где ничего вас не отвлекает. Мне пляж очень-очень понравился. Место, которое не оставит вас равнодушным, и вы в полной мере ощутите дыхание и красоту Индийского океана. Грис-Грис. Свернув с главной дороги и проехав чуть менее километра, вы попадете на небольшую парковку, и перед вами откроется потрясающий вид. Это практически самая южная точка острова. Одна из самых необычных особенностей Грис-Грис – это отсутствие кораллового рифа, который обычно защищает побережье острова от волн. В результате здесь волны с полной силой обрушиваются на скалы. Местные называют это место пляжем без береговой линии. В ясную погоду здесь можно наблюдать, как небо сливается с водой, эффект которого трудно достичь на обрамленными рифами пляжах севера. Увы, я этого эффекта не застал. У скал Грис-Грис иногда можно увидеть оставленные подношения.
Местные жители индийского происхождения считают это место как духовное, благодаря его дикой силе и энергии океана. Поскольку здесь часто ветрено и волны высокие, звук прибоя и свист ветра создает очень необычную звуковую атмосферу. Многие путешественники описывают это место как живое, будто природа тут дышит и разговаривает. Море здесь слишком опасное для плавания. Купание запрещено из-за сильного течения и острых скал. Но это место одно из лучших природных фотолокаций на острове. А еще это, вероятно, место влюбленных. По крайней мере, я сделал такой вывод, смотря на множество пар, находившихся здесь. Обязательно посетите это место. Поверьте, вы не останетесь равнодушными. Проехав немного по горному серпантину, попадаешь в одно из самых красивых мест Маврикия – водопад Шамарель. Это одна из двух главных достопримечательностей этой части острова. Некоторые туристы, как по мне, зря недооценивают это место. Но лично для меня тут все складывается в особую атмосферу. Ощущение, что ты где-то далеко от суеты в самом сердце рая. На водопад можно посмотреть с двух смотровых площадок. Одна прямо рядом с парковкой, вторая чуть выше. Мне больше понравился вид с верхней. Оттуда водопад видно, на мой взгляд, немножко получше. Налюбовавшись водопадом, я проехал еще 1,5 километра и оказался в месте, которое называют царством семицветных песков. Оставив машину, пройдя чуть меньше 100 метров, перед нами открываются песчаные холмы, будто вручную рассыпанные. Цвета плавно переходят от красного и оранжевого до фиолетового и синего. Это настоящий природный феномен, результат того, как лава разного состава и температуры остывала. Очень многие писали в комментариях о семицветных песках, о том, что они выглядят не так, как после фотошопа. Да, это действительно так, скажем, на любителя. Но кроме этого здесь есть красивый, хороший парк. Вот такой замечательный вид на горы, где прям такие облачки, тучки идут. А вот так выглядят сами пески. В общем, они по цветам различаются, но не так пестро и ярко, как на отфотошопленных картинках. Рядом небольшая зона для прогулок, обзорные площадки и парк с большими черепахами. А сам путь сюда отдельное удовольствие, горный серпантин с пальмами вдоль дороги и видами на океан. По пути, кстати, есть отличная смотровая площадка в горах с шикарным видом на остров. Если вы не сноб с задранным носом, уверен, вам здесь точно понравится. Далее я отправился на чайную фабрику Бойс Черри, место, где рождаются самые известные чаи Маврикия. Фабрика работает еще с 19 века, сохраняя традиционные технологии. Именно здесь можно проследить весь путь от зеленых плантаций до готовой пачки чая, которую, конечно же, хочется увезти с собой домой. Изначально земли Бойс Черри использовались под сахарный тростник, но после разрушительного циклона хозяйство переключилось на чай, и уже в 1892 году здесь появилось первое чайное производство на острове. Это событие стало отправной точкой для развития чайной культуры Маврикия. К сожалению, на экскурсию я не попал, но удалось понаблюдать за разгрузкой чайных листьев. И заглянуть в магазин, где я купил целую коллекцию различных сортов чая.
Всего в километре от фабрики на вершине холма работает ресторан Leibow's Cherry. Там подают блюда с чайной тематикой. Правда, дорога к нему местами в очень плохом состоянии, и разъехаться двум машинам бывает непросто, поэтому будьте осторожны. Зато наградой станет потрясающий панорамный вид на южное побережье Маврикии, знаменитые чайные плантации и озеро в кратере потухшего вулкана. Иногда уже дома я завариваю тот самый чай, наслаждаясь его ароматом и возвращаясь мыслями в это удивительное и красивое место. О двух смотровых площадках водопада Тамаринт, означенных на карте. И немножко о водопаде. Я как раз нахожусь в том месте, где смотровые площадки, если их можно таковыми назвать. Там находится поселок, где автовокзал, где вас будут встречать назойливые гиды. Дорога довольно узкая, она небольшая, тут всего метров 300. Ну, скажем так, вот здесь что-то наподобие точки просмотра. Но ничего особо там не видно, горы, туман. И здесь, проехав метров 100-150, будет еще одна смотровая площадка, куда я сейчас поеду и буду посмотреть. А с этого места открывается вот такой вид. Ну, сейчас туман, в общем-то, и, скажем так, ничего особо не видно. Можно через траву подойти к краю, здесь горы, но самого водопада я, откровенно говоря, не видел. Но зато очень красивое ущелье видно. Ну вот, собственно говоря, с этой второй точки и открывается вот такой вид на водопад. Он довольно далеко, но выглядит вполне красиво. Мое ожидание, увы, не оправдалось. Помимо назойливых гидов, встречающих вас уже на краю поселка, и тумана, я практически ничего и не увидел. А сами точки обзора — это заросшие травой и деревьями ничем не оборудованные пару мест на склоне. Один из дней своего отпуска на юге Маврикии я посвятил поездке к острову Бенетье. Рано утром я выехал из Флик-энд-Флаг и направился в местечко Блэк-Ривер. Оно находится примерно в 15 километрах от курорта. Дорога заняла немного времени, и я уже вскоре оказался у точки отправления. Сразу дам полезный совет. Место, откуда отправляются катамараны, никак не обозначено. Это всего лишь узкий проезд к небольшой бухте, в конце которой бетонный пирс, и почти никаких ориентиров. Поэтому рекомендую приехать заранее, чтобы спокойно найти точку отправления и припарковать машину. Забрали прямо с берега и на небольшой лодке доставили на катамаран. Мне повезло, на борту была всего лишь одна пара из Франции, так что весь катамаран оказался практически в моем распоряжении. Уютная атмосфера, теплый ветер и спокойная вода — все располагало к отдыху. К сожалению, на сам остров Бенетье мы не высадились, в тот день там проводилась санитарная уборка. Но это не испортило впечатлений, мы направились к знаменитой кристальной скале. Она словно вырастает из воды, сверкая на солнце, и выглядит как гигантский кристалл. Но это если, конечно, поднапрячь свое воображение. Мы сделали несколько кругов на моторной лодке вокруг скалы, а затем вернулись на яхту, чтобы поплавать в океане и насладиться обедом на борту катамарана. А на обратном пути нас встретили дельфины. Они, сопровождая катамаран, играли в воде, а мы, открыв рты, наблюдали за ними не менее получаса. В целом, я рекомендую такую прогулку. По ощущениям, это аналог поездки на Северные острова, о которой рассказывал ранее.
Добро пожаловать на Гранд Бассейн, одно из самых необычных и значимых мест на Маврикии. Подъезжая к этому месту, вас удивит прямая, как струна, и широкая дорога, идущая к парковке на протяжении примерно 2 километров. Это очень необычно для Маврикия. Как оказалось, часть этой дороги предназначена для паломников, идущих пешком к храму. Дорога была пустынной, но, вероятно, во время священных праздников она не выглядит так безлюдно. Это вулканическое озеро, которое для местных жителей настоящее священное место. Его еще называют Ганга-Талау, что означает озеро Ганги. В конце 19 века одному индусскому священнику по имени Триоли привиделись воды Ганга в глади озера, и он нарек Гранд Бассейн ни много ни мало вторым Гангом. И с того момента раз в год, в ночь Шивы, десятки тысяч индусов посещают это место. Здесь вы увидите красивые индуистские храмы и огромные статуи богов. В том числе одну из самых больших в мире статую Шивы, которая буквально завораживает своим величием. Статуя Шивы с ее трезубцем является копией с озера Сурсагара в Вододаре в Индии. Открыта она была в 2007 году, и высота ее 36,5 метров. Но Гранд Бассейн — это не только духовность, это еще и потрясающая природа вокруг горы. Зелень, спокойная атмосфера, которая просто заряжает энергией и умиротворяет. Вокруг священного озера Ганга-Талау установлены тумбы, на которые индусы складывают жертвенные дары своим богам. Как правило, это фрукты. Статуя бога Ханумана, обезьяноподобное божество. Благодаря культу этого бога в Индии кормят бездомных обезьянок. Сам храмовый комплекс очень интересен с точки зрения людей, незнакомых с индуистской культурой и верой. Кто собирается на Маврикии, наверняка слышали о водопаде Рочестер и планирует его посетить. И возникает вполне логичный вопрос, как туда лучше добраться. Преодолев определенное расстояние, вы попадаете на парковку водопада Рочестер, если я правильно произношу. По дороге сюда, в общем, сейчас стоят практически везде указатели. То есть, когда вы будете ехать по полю сахарного тростника, штук 5, наверное, указателей точно стояло. И на парковке, когда вы подъедете, увидите такую импровизированную парковку, на которой вот известный всем дядя хороший продает различные тропические фрукты. А также предлагает свою собственную парковку, которая находится тут рядышком. И за ней сразу такой спуск к самому водопаду, которого, собственно, уже отсюда и видно. И пройдя буквально несколько метров от парковки, открывается вот такой замечательный, красивый вид на сам водопад. Природа здесь, конечно, очень замечательная, красивая, все такое зеленое, сочное. Очень много птичек поет здесь. Спустившись с горки, с вот этой, которая наверху там, если вам видно, мы попадаем в вот такое замечательное, красивое место. У самого водопада тоже продают кокосы, но уже с более навязчивой подачей и другим ценником. Высота падения воды около 10 метров, но цифры тут не главное. Атмосфера просто завораживает. Вода срывается вниз по мощным базальтовым колоннам, наследию древней вулканической активности, из которой, собственно, и родился остров Маврикий. Пара советов. Берите в аренду машину с высоким клиренсом. Именно такую я выбрал, о чем расскажу в одном из следующих своих видео. Не едьте туда после дождей. Даже в сухую погоду участок дороги по полю оказался непростым.
Обязательно возьмите обувь для купания, поскольку дно там каменистое. А устоять перед соблазном искупаться в этой красоте просто невозможно. А я отправляюсь дальше исследовать юг Маврикия. У каждого путешествия есть свой последний день. Момент, когда ты понимаешь, что пора прощаться с островом. Но внутри остается желание впитать каждую деталь, каждый запах и каждый звук. Для меня таким местом последний день стал Касела Натуры Парк. По отзывам туристов мнения о нем расходятся, и изначально я даже не планировал его посещать. Но что-то подсказывало, что парк стоит внимания, и я оказался прав. Время у меня было уже позднее, поэтому я решил сосредоточиться на 3, на мой взгляд, самых интересных пунктах: львы, гигантские черепахи и сафари. Парк Касела существует с 1979 года. Все начиналось с небольшой птичьей фермы. А сегодня это целый мир площадью более 350 гектаров, где живет свыше 1500 животных. В парке есть тропические сады, вольеры с экзотическими птицами, подвесные мосты, смотровые площадки, спуск с горы на тележке и многое другое. Из-за ограниченного времени я пропустил эти зоны и направился сразу к 3 своим целям. Первой остановкой стали гигантские альдабрские черепахи. Некоторые из них старше 100 лет и весят более 200 килограмм. Здесь можно подойти близко, погладить их панцирь и угостить листьями салата. А еще я впервые стал свидетелем того, как эти неспешные великаны выражают свои чувства. Далее львы. Огромный вольер, а внутри несколько хищников и смелые любители экстрима, кормящие их с близкого расстояния. Честно говоря, это меня не особо впечатлило. Зато понаблюдать за львами со смотровой площадки оказалось действительно интересно. И, наконец, сафари. Пожалуй, главное, ради чего сюда стоит прийти. Я отправился в путь на небольшом открытом грузовике, который медленно катился по огромной территории. Здесь свободно гуляют зебры, страусы, антилопы и носороги. Иногда встреча с ними происходит прямо на дороге, а иногда в специально огороженных зонах. Пейзажи тоже впечатляют. Кое-где открываются красивые виды на холмы и долину. Ощущение, будто путешествуешь по Африке, хотя на самом деле ты на острове посреди Индийского океана. На выходе, перед закрытием, я заглянул в сувенирный магазин и купил небольшой посох дождя. Даже не знаю почему, но он до сих пор стоит у меня дома. Иногда я беру его в руки и слушаю мягкий шум. В голове снова оживают теплые воспоминания о Маврикии. Касела не просто парк, это возможность в одном месте пройтись по тропическим садам, встретиться лицом к лицу с дикими животными и на мгновение почувствовать себя в сердце Африки. И, наверное, именно такие моменты и остаются с нами надолго, когда ты уезжаешь с острова, но часть его продолжаешь носить в себе. И, как я и обещал, о свадьбе. На Маврикии праздник может поджидать тебя буквально за углом. Вот и сегодня вечером я, прогуливаясь по побережью Флик энд Флаг, неожиданно оказался на креольской свадьбе. Такие торжества часто проходят с элементами французских колониальных традиций. Белое платье невесты, в волосах яркие цветы франджипани, жених в легком костюме. Все просто, но так изящно, что напоминает кадры из фильма, и я не преувеличиваю.
Смех, шутки, коктейли и, конечно же, ром, который здесь особенно вкусен. О нем и о некоторых других покупках я расскажу немножко позже в своем видео. Все сопровождается ритмом сеги и танцовщицами в пестрых платьях. Сега — это, можно сказать, душа Маврикии. Она родилась в колониальные времена, когда на остров привозили африканских рабов. Тогда сега была способом выразить боль, тоску и надежду. Со временем она стала праздничной музыкой и сегодня считается национальным символом. Свадьба на Маврикии — это яркий, теплый и очень эмоциональный праздник, где переплелись французский шарм, африканские ритмы и неповторимый островной колорит. Маврикий — это не только пляжи и экскурсии, но и уникальная гастрономическая культура. Сегодня я расскажу, что здесь стоит попробовать, где делать покупки, что лучше всего привезти домой и, конечно же, дам несколько советов, исходя из своего опыта. Еда на Маврикии — это настоящий культурный коктейль. Здесь переплетаются индийские, креольские, французские и китайские традиции. Поэтому в меню легко встретить и карри с рисом, и французские багеты, и лапшу в китайском стиле. Кстати, багеты здесь стоят почти бесплатно, всего около 20-30 евроцентов за штуку. Особая гордость острова – уличная еда. На большинстве пляжей есть ларьки с едой и фруктами. И если вы не сноб с задранным носом, вы всегда найдете, чем утолить свой голод и попробовать что-нибудь новое и необычное. Я попробовал многое, и в большинстве своем все оказалось очень вкусным. Лично я чаще всего покупал местные пирожки самоса с различными начинками, их здесь около 5-6 видов. Попивал свежевыжатый ананасовый сок из местных ананасов. Поверьте, они совсем не такие, как в наших магазинах. Но есть и такие места, где вы не увидите ни одного ларька или магазина. Поэтому, если вы, например, соберетесь на пляж Пампанет, возьмите с собой пару бутербродов. А если будете у церкви с красной крышей, загляните в семейное кафе Хелена через дорогу. Очень даже рекомендую. При посещении сада Памплемеус, в котором практически нет мест, где перекусить, достаточно подняться от парковки к главной дороге, и слева будет уличная еда исключительно на вынос. Но это не помешает вам присесть рядом и насладиться свежеприготовленной едой, любуясь местным колоритом. Рестораны на Маврикии, конечно, тоже есть. И вопреки тому, что часто пишут блогеры, цены там вполне адекватные. Мне больше всего понравились Grand Bay – это ресторан Trojan Horse, а Ba Flick and Flag – это Zap Express. Там непременно попробуйте местную рыбу. О рыбе я расскажу чуть позже. Если судьба вас занесет в зоопарк Ля Ваниль, обязательно посетите тамошний ресторан и попробуйте микс из мяса местной крокодиловой фермы. Не скажу, что это ох, но позитивные воспоминания, поверьте, у вас останутся. Чтобы дополнить полную картину, обязательно загляните в местную столовку подальше от туристических мест, где обедают жители острова. Во Flick and Flag на центральной улице Coastal Road есть кафе под названием Joe Snack, и попробуйте там суп из местного краба. О фруктах и овощах. На острове их много, они вкусные, необычные и, конечно же, не такие, как в наших магазинах. А их разнообразие порой вносит путаницу. И я советую покупать фрукты у уличных продавцов. Там и цены поприятней, и выбор шире, да и полезные советы продавцы вам дадут. Например, в Grand Bay есть такой продавец буквально за углом супермаркета Super U. Но и в супермаркетах иногда бывают неплохие цены. Путешествуя по острову, вы также можете встретить продавцов прямо у дороги. Теперь о магазинах. Здесь есть все. От маленьких лавок с местными продуктами до крупных торговых центров, таких как Super U и La Crozette в Grand Bay,
или Cascavel Shopping во Фликенфлаке. Есть и магазины с гордым названием торговый центр, но по факту это небольшой набор магазинчиков. Однако и они часто помогают. Например, в Грин-Бэй есть Store 2000, а во Фликенфлак Пасадена на севере или Factory Shop на юге. В супермаркетах можно найти все, от свежих морепродуктов до привычных европейских товаров. По моему мнению, иногда там выгоднее покупать сувениры. Например, ром, чай, некоторые специи или ароматические палочки. Конечно же не все, но на некоторых покупках точно можно немножко сэкономить. Там я купил несколько видов рома, основываясь на долгих вечерних дегустациях. Об этом я расскажу немного позже. В выходные островитяне массово закупают продукты, поэтому, как правило, в супермаркетах большие очереди. Но если вы хотите почувствовать настоящий вкус острова, идите на рынки. Самый известный находится в Порт-Луи. Это центральный рынок. Атмосфера там особенная. Шум, запахи специй, яркие прилавки. Но будьте внимательны. Большинство маврикийцев честные люди, но иногда встречаются исключения. Например, мне попытались продать специи не за 100 граммов, а за 1 грамм. И итоговая цена оказалась космической, поэтому всегда уточняйте условия и не стесняйтесь торговаться. На автовокзале столицы есть еще один рынок, поменьше, но и там можно купить фрукты и овощи. Рыбные и мясные рынки находятся в Порт-Луи рядом с центральным. Но их внутренний вид как-то не располагает особо к покупке данных продуктов. В супермаркете я купил 5 видов свежей местной рыбы. И дважды после жарки мне пришлось проветривать квартиру и стирать все свои вещи. Возможно, причиной была не свежесть рыбы, а ее специфика или способ приготовления. Поэтому для самостоятельного приготовления я бы не советовал покупать рыбу наугад. И есть еще небольшой рынок в самом центре Грин-Бэй, на пляже. Но если вы решите купить рыбу там, вначале присмотритесь, по какой цене ее продают местным, а потом уже торгуйтесь продавцом, ибо цена ее будет иногда в начале очень даже сильно завышена. Есть еще мини-рынок у церкви с красной крышей, но, как я понял, застать продавцов рыбы – это большая удача. Визитная карточка острова, конечно же, маврикийский ром. Выбор огромный, с ванилью, кокосом, ананасом и так далее. Я продегустировал множество видов. Мой вердикт таков. Для женщин это, по моему личному мнению, мандариновый ром. Точнее ликер, поскольку это вторичный продукт рома. Именно так написано на некоторых бутылках. Для мужчин простой, качественный белый или темный ром. Например, вот эти сорта. Вовсе не обязательно покупать его на ромовой фабрике. Купить его можно в супермаркете и иногда даже гораздо дешевле. Если вы решите побаловать себя пивом, то местное пиво в большинстве своем неплохое. От себя посоветую вот эти сорта. Местные специи также будут не лишними в вашем списке покупок. Я предпочел взять розовый и белый перец горошком, поскольку у нас он весьма дорогой. И стручки ванили. Без них никак. Это также является визитной карточкой острова. Конечно же, чай. Покупал я его на чайной фабрике и в супермаркете. В супермаркетах он иногда встречается по совсем символической цене. А еще можно взять засахаренные продукты и немного местного тростникового сахара, выбор которого довольно большой. Очень вкусный и интересный подарок. А вот раковины, кораллы, песок везти с собой не стоит, ибо это официально запрещено законом Маврикия. Ну а магнитики и всякие штучки – это уже на ваше личное усмотрение.
В целом, шопинг на Маврикии – это настоящее приключение. Здесь можно открыть для себя новые вкусы, привезти домой необычные сувениры и лучше понять культуру острова. И тогда ваш чемодан будет пахнуть чаем, специями и океаном. Сегодня я расскажу о транспорте на острове. От автобусов, аренды машины до моего первого опыта вождения по неправильной стороне дороги. Ну, вы догадались, какой. Общественный транспорт здесь в основном автобусы. Они ходят по фиксированным маршрутам, а билет стоит символически 30-40 рупий, то есть меньше 1 евро. Сами автобусы могут быть старенькие, но в целом приличные. Остановки бывают разные, от простого столбика под пальмой до небольших павильонов. И есть экспрессы, например, маршрут 215 из Гранд-Бэй в столицу, Порт-Луи. А есть обычные, которые останавливаются почти на каждом углу. Когда я не знал точно, какой автобус мне нужен, я просто подходил к передней двери и громко говорил путь назначения. Кондуктор, который, как правило, сидит у окна, обычно сразу подсказывал, тот ли этот маршрут, и жестом показывал, садиться или нет. Просто и надежно. Автобусы принимают только наличные и только рупии, так что мелочь лучше всегда иметь с собой. Оплата за одну поездку. Зашел, заплатил. Водители автобусов настоящие лихачи, ездят быстро, но из-за узких дорог и частых остановок все равно получается не очень быстро. Такси здесь много, туристов у дороги замечают быстро, сигналят и предлагают поездку. Цены, на мой взгляд, дороговаты. Короткая поездка километра 2 стоит около 2-3 евро. Средняя от 10 до 15, от 8 до 12 евро. Автобусы – хороший вариант на короткие расстояния, но если вы хотите увидеть больше, лучше брать машину на прокат. Если хотите свободы и удобства, то аренда автомобиля – это идеальный вариант. Я взял на прокат Suzuki Expresso на 10 дней и заплатил 11 700 рупий, это около 24 евро в сутки. Причем аренда машины была с полной страховкой. Я не случайно выбрал модель Suzuki Expresso по нескольким причинам. Она довольно узкая, это очень актуально на местных дорогах. И второе, то, что у нее довольно высокий клиренс. Если вы будете ездить, скажем, на различные природные достопримечательности, это не будет лишним. Но в ней есть и один минус. При езде по горным дорогам, а здесь такие дороги присутствуют, двигатель довольно слабый, но вполне справляется. Самое важное на Маврикии – левостороннее движение. И, честно скажу, это был для меня настоящий вызов. У меня за плечами 35 лет стажа вождения, но к левостороннему движению привыкал дня 3-4. Главные сложности были не с зеркалами или поворотниками, хотя к зеркалу заднего вида я так и не привык, а с тем, что все время тянуло к обочине. Порой я сам не замечал, как оказывался совсем близко к краю. Это реально опасно. Круговые движения с несколькими полосами – это отдельная история. На некоторых внешняя полоса внезапно заканчивалась и приходилось резко перестраиваться в центр потока. А еще для меня на узких улицах было сложно развернуться. Не всегда сразу понятно, где встречка, где твоя полоса, когда сдаешь задним ходом. Через 4-5 дней я адаптировался и стал чувствовать себя на дороге увереннее. Местные водители вежливые, но расслабляться не стоит. Мотоциклы, пешеходы появляются откуда угодно. Маврикийцы любят посигналить, но это не агрессия, а форма общения. Я еду, спасибо, объезжай. Все это сигнальным языком. Еще один, скажем так, милый момент. Некоторые могут спокойно остановиться на узкой дороге, чтобы просто поболтать с соседом, а сзади уже очередь машин. Но никого это особо почти не раздражает. Что касательно парковок, вот как вы видите, у меня за спиной находится парковка, она совершенно пустая.
Это не всегда так. В данном случае это пляж Фликенфлаг, он довольно длинный. Сегодня рабочий день, поэтому она пустынна. А, например, на Грэнд-Бэй там практически негде найти место, где припарковаться. Там, как правило, у пляжев довольно маленькие парковки. Есть, конечно, и побольше, но с этим есть определенные проблемы. Так что, если вы поедете на пляж, особенно в районе Грэнд-Бэй, то, возможно, столкнетесь с проблемой поиска парковки. А здесь, как я говорил, вот, например, такая ситуация, что здесь сейчас совершенно пустые парковки. Вот, например, впереди меня, как видите, вообще нет ни одной машины. Вот так вот. В общем, движение здесь это смесь европейской вежливости и африканского темперамента. Маврикий – это не только пляжи, пальмы и океан. Это еще и настоящее приключение на дороге. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Желаю всем интересных новых открытий и позитивных, приятных путешествий. Возможно, вы слышали о собаках на острове Маврикий и задавались вопросом, а как там на самом деле обстоят дела, не опасно ли? Маврикий – это остров, где даже собаки живут как в раю. Стоит выйти на прогулку и обязательно встретишь четвероногого друга на пляже, у кафе или прямо на дороге. Иногда в самых неожиданных местах. Атмосфера абсолютного спокойствия и расслабления царит здесь и среди людей, и животных. Опасны ли они? С уверенностью могу сказать, за 20 дней пребывания на Маврикии я ни разу не почувствовал даже намека на угрозу с их стороны. Да, многие из этих собак бездомные, но удивительно, как бережно к ним относятся местные жители. Кто-то подкармливает, кто-то ставит миску с водой, а туристы часто становятся для них временными друзьями. Собаки на Маврикии невероятно дружелюбные. Они не навязываются, но легко идут на контакт. Их спокойствие и добрый характер создают особую атмосферу. Кажется, что они часть островной гармонии, которая передается каждому, кто сюда приезжает. И гуляя по острову, понимаешь, Маврикий — это не только райские пейзажи и отдых у океана, это еще и простые добрые истории, которые делают путешествие особенным. И хвостатые жители острова – важная часть этих историй. Конечно же, есть и другие хвостатые на острове, которые мяукают, но их поменьше.
Это у пляжа Flick and Flag апартаменты, которые называются Luxury апартамент. Вот так это выглядит. 3-й этаж. Это, скажем так, кухня и прихожая. Довольно уютно. Сами апартаменты, если не ошибаюсь, 53 квадратных метра. Есть посудомоечная машина, холодильник с морозилкой, духовки, грильница. В общем, все, что необходимо. Даже какие-то масла тут и еще чего-то. Небольшой телевизор. Ну, теперь посмотрим, что там дальше находится. Так, это, я так понимаю, туалет. Он совсем маленький. Примерно 1,20 на 1,40 м. Ну, в общем-то, этого вполне достаточно. А это спальня и довольно большая. Симпатичненько все выглядит. Есть кондиционер вверху. Диван. Стул. Шкаф. И что очень важно, есть сушилка для белья небольшая. Ну и второе отделение, скажем так, там был отдельно туалет, а это душевая. Места, скажу честно, не очень много, но вполне хватает. Машинка стиральная и душевая. В общем, вот так и выглядят люксери апартамент на Flick and Flag. В общем-то, вот так и выглядят апартаменты. Добавить тут нечего. Сейчас все покажу. Тут виды из окна. Это вид из спальни. Как я понимаю, здесь можно машину припарковать. Но машина пока оставлена на пляже, который тут совсем рядом. Да. Совершенно верно, это парковка. И вид из окна, из прихожей. Ну, здесь, в общем, глухая стена. И идет небольшая стройка, о которой все писали, где, в общем-то, тарахтят. Но, надеюсь, нам не будут мешать. Ну вот, теперь, собственно, и все, что можно показать об этих апартаментах. Возможно, кому-то это видео поможет, пригодиться и даст какую-то пользу, поскольку на официальном сайте букинга фотографии есть, но они не совсем отображают все целиком. Вот так. Всем новых удачных путешествий, позитивных, в том числе экзотических открытий. Пусть они будут добрыми и полезными для вас.